Друзья, приветствую, это дневной выпуск. Давайте рассмотрим кратенько новости, что происходит. Так, ну вот по европейскому ВВП негативный прогноз вышли по Германии, по Франции. По Франции ожидают снижение ВВП на 6%, это пока только первый квартал. По Германии ожидается за год снижение на 4,2%. Вот то, что по Германии такое ожидание негативное, это существенный минус для мировой экономики, потому что Германия это крупнейший экспортер продукции с прибавочной стоимостью, автомобилей, машин, оборудования. Поэтому, что у нее видят такое снижение, это говорит о том, что действительно не то что даже рецессия, а кризис мировой экономики. Это за год, это не за квартал. То есть они прогнозируют с учетом возможного потенциала восстановления, что на выходе получат такое значение. Это менее оптимистичный прогноз, чем то, что Соединенные Штаты по своей экономике давали. Вот еще одно мнение о том, что золото так или иначе будет расти в стоимости, пусть даже с откатами, но все равно тренд на рост золота задан. Это связано с тем, что в связи с эмиссией денежных средств, которые проводят для того, чтобы залатать дыры, эмиссия здесь, может быть, эмиссии как таковой нету. То есть и определенные инструменты предоставляются, которые имитируют эмиссию денежных средств. Вот. И рано или поздно все равно это приведет к тому, что всколыхнется свободная денежная масса, которая нигде не задействована и которая уже не нужна для затыкания дыр. Вот. И в такой ситуации может разразиться сначала галопирующая, а потом гиперинфляция. Но вот многие инвесторы, предвидя такое развитие событий, они заранее закупают золото. Не могу вот так однозначно сказать, что золото будет только расти, может быть оно и просядет еще до приличных значений. Но судя по тому, как развиваются текущие события, в общем-то я вижу, что, наверное, золото все-таки спускать на 800-700 долларов, наверное, в ближайшее время не будут, как изначально озвучивалось и планировалось. Вот, поэтому здесь, наверное, будет рост, я так думаю, с периодическими откатами. Но мы видели, какие откаты здесь могут возникать. И как цена движется при таких воздействиях, когда там заявляют, что $1 триллион будут печатать. И при таких раскладах золото станет самым торгуемым инструментом. Даже не нефть, а именно золото, когда оно там на 100 долларов туда-сюда в день летает. Пока все заняты увлекательными событиями, драмой вокруг встречи ОПЕК и снижения добычи нефти, незаметно начинают разворачиваться события дестабилизации на Ближнем Востоке. Вот, в частности, статья о том, что погиб, или был убит американский офицер. Правда, непонятно, что он в Сирии делал. Вроде же американцы, по-моему, оттуда вышли, заявлялось, или я ошибаюсь. Тем временем в Чернобыле наблюдается почти 20-кратный всплеск роста радиации. Это произошло на фоне пожара, который там недавно был. Но, видимо, в результате пожара там поднялись различные вещества, радиоактивные радионуклиды, которые были в земле, в растениях. И поэтому получается, что проблемы прямо-таки со всех сторон прут. Но вот и такие тревожные статьи имеют место быть. Это вот на таком ресурсе о том, что российская нефть сорта «Сокол», она производится на Сахалине, но это представляет из себя легкую нефть, малосернистую, которая в обычное время продавалась даже с отрицательным дисконтом к дубайской нефти, потому что она по содержанию серы лучше дубайской нефти. Что вот за эту нефть, тут партия была порядка 700 тысяч тонн с поставкой в начале июня, заплатили аж $11,75. Но это, в общем-то, значительно дешевле дубайской нефти. Вот, то есть видите, какой огромный дисконт. Это было пару дней назад. Вот, но здесь это связано с рядом обстоятельств. Ну вот мы с вами смотрим каждый день график по Уралс и Brent. Здесь тоже достаточно приличный дисконт. Не 2 раза, конечно, но и там тоже не 2 раза, а процентов 40-50, по-моему, даже побольше. Вот, но дело в том, что нефть Уралс, она сернистая, она низкокачественная. А вот нефть, которая «Сокол», это высококачественная нефть, которая по своим свойствам даже лучше дубайской нефти. Но вот изначально эта информация о том, что российская нефть «Сокол» с месторождения Сахалин
была продана со значительным дисконтом, она из Рейтер, на Рейтер была опубликована. Но здесь на самом деле ничего там криминального нету. Почему нету? Ну, потому что, во-первых, вот эта нефть, она, несмотря на то, что она лучше саудовской нефти, она, во-первых, практически исключительно используется для производства авиатоплива и керосина, которые сейчас особо не нужны, поскольку ничего не летает. Это раз. Во-вторых, в Азии, ее поставка идет именно на Азию, там все хранилища, они уже заполнены дубайской нефтью. Там китайские НПЗ, японские НПЗ, саудиты заблаговременно туда завезли нефть, когда выставили ее с дисконтом и, соответственно, залили там все возможные резервуары. Поэтому сейчас как бы российскую нефть туда по спотовым контрактам или там с какими-то короткими поставками продавать достаточно сложно, потому что там избыток уже есть нефти, которую продали какое-то время назад с значительным дисконтом. И, в общем-то, именно поэтому такое падение происходит. Во-первых, она никому не нужна. Во-вторых, нефть, которую залили саудиты там недели назад, она уже была продана с дисконтом, туда приплыла. И поэтому как бы ничего критичного в том, что нефть Сокол, Сахалин идет с таким существенным падением нету. По основной российской нефти Уралс этот дисконт даже сократился очень существенно. То есть там на самом деле в норме должно быть где-то на 1-3 доллара меньше, то есть в реалии, в нормальной. Уралс к бренду торговался с дисконтом 1-3 доллара. Но сейчас с учетом непростых времен и тем, что Уралс действительно как бы по качеству, по сернистости хуже брента и дубайской нефти, поэтому Уралс идет с дисконтом таким большим, потому что избыток нефти. Так, ну вот еще по поводу недвижимости в России. Тут как бы зависают сделки. Но вот еще до того, как появились такие новости о том, что ипотека, не только ипотека, но и сделки купли-продажи, то есть проблемы возникают из-за сбора документов. Там мне до этого поступала информация, но она как бы неофициальная была, я поэтому не стал об этом говорить. Но сейчас вот, поскольку это опубликовали, можно сказать, что если у вас как бы сделки по недвижимости какие-то, вы, допустим, запланировали что-то продать, или, допустим, хотите приобрести единственное жилье за нал или за ипотеку, то будьте готовы к тому, что могут быть сложности с временными регистрациями сделок. Ну и вот, возвращаясь к недвижимости, статья о том, что ценам на недвижимость грозит двухзначный обвал. Но здесь имеется в виду, что 10-20%. На самом деле, я думаю, здесь схлопывание будет значительно больше. То есть оно будет минимум в 2 раза, а то и более чем в 2 раза. Потому что не надо забывать, что недвижимость, она привязана к ценам на нефть. И, в общем-то, пузырь на недвижимости, который раздулся, начиная с 2004 по 2008 год, и далее он немножко плавно колыхался, он возник именно благодаря тому, что росли цены на недвижимость. На этот счет я делал отдельный выпуск. Я, соответственно, ссылочку по поводу недвижимости, если не забуду, я тогда вот под этим видео ее опубликую, где я этот момент анализировал. По поводу того, как могут измениться цены на недвижимость в России в ближайшее время, в ближайший год-2. Но все кипит по поводу заседания завтрашнего, не заседания, а видеоконференции, который проведет Россия, Саудовская Аравия и ряд других стран, добывающих нефть. Тут как бы самые разные выдвигаются гипотезы, но все в основном сводится к тому, что есть определенное недоверие друг к другу. В частности, и Соединенные Штаты, и арабы считают, что даже при достижении каких-то договоренностей Российская Федерация, как ранее это было, не будет их соблюдать. Вот, поэтому очень настороженно все настроены. Плюс еще Штаты заявляют, что они рассматривают вариант вывода своих войск из Саудовской Аравии, а это грозит дестабилизацией региону, потому что, в общем-то, во многом саудиты спокойно и мирно живут благодаря американским штыкам, которые там находятся. И поэтому, в общем-то, скажем так, выведение американских войск из Саудовской Аравии, это может послужить, возможно, как бы в первом приближении хорошей альтернативой каким-то договоренностям по сокращению добычи нефти. То есть вывести войска, там сразу начнется расколбас, поставки нефти упадут, и
соответственно, спрос и предложение придут друг другу навстречу. Но это, конечно, совсем людоедский сценарий, так, я думаю, никто делать не будет. Но я думаю, высока вероятность того, что либо в четверг саудиты с Российской Федерацией, либо потом в пятницу американцы, то есть, ну, какой-то раздрай будет, и высока вероятность того, что не договорятся, и развитие пойдет по первому сценарию, я приводил схемку, то есть, когда не договорились и наступили очень неприятные, непредвиденные последствия. Вот. Но с другой стороны, как бы, если резкий такой удар будет, это поможет всю эту ситуацию оперативно пережить, то есть сразу сократится американская сланцевая добыча, за счет этого все придет в норму. Вот, и уже через 2-3 месяца можем увидеть вполне адекватные цены на нефть в районе 45-50 долларов за баррель. Но здесь есть один нюанс. Дело в том, что американцы рассматривают возможность введения импортных пошлин на нефть. То есть та нефть, которая завозится в США, она будет облагаться пошлинами. Вот. И, соответственно, это создаст определенный дисбаланс на рынке, и он поможет, в общем-то, американским производителям нефти более лучше пережить эту ситуацию, нежели в текущий момент времени. Вот. Пока, я думаю, судя по тому, какая идет информация, не будет никакой договоренности более или менее адекватной достигнута, и вполне как бы вероятно, я думаю, даже здесь два сценария будут. Либо вообще никакой договоренности и все, провал, либо в последний момент Штаты там какой-то отчебучат, что вот как бы мы решили, что снижаем там на 20-25 миллионов все вместе, и в результате этого нефть взлетит. То есть такое может быть. Я думаю, здесь будет краевой сценарий. Либо не договорятся, либо что-нибудь выкинут, в результате чего нефть на короткий промежуток времени взлетит. Думаю, промежуточных сценариев здесь не будет. Вот. Но, по крайней мере, на текущий момент вот такая информация. Ну и вот еще информация о том, что вчерашнее падение рынка акций США и S&P, оно связано с тем, что была проблема с ликвидностью во время переоценки опционов. То есть, получается, опять возникает эффект, когда не хватает ликвидности, это приводит к коллаборации на рынке. Так, далее вот фьючерс на S&P, ну что мы видим? Сейчас он пытается все-таки отскочить, сходить на 2725. По информации, которая на Zero Hedge была, вот этот вот разрыв возник из-за того, что не хватило ликвидности при переоценке опционов, и из-за этого рынок акций просел. Но если все-таки будет движение вниз с пробоем 2630, то увидим закрытие вот этого гэпа. Однако пока здесь больше факторов указывает на то, что сегодня возможно подтянется на 2725. Вот вероятность такого процесса, она все-таки, по-моему, больше, нежели пробитие 2625 и движение вниз. Так, далее нефть Brent, но здесь идет пока снижение сползания, то есть вот здесь демаркационная линия это 31,1, как только она будет пробита на объеме, сразу покатится, и первая цель будет 29,75, потом ниже и ниже. Но часовой график вот тоже указывает на то, что пока разворотной формации нету, то есть идет проседание. Все вот попытки разворота, которые здесь намечались, они все как бы были сломаны. И сейчас вот дошли до определенной поддержки, которая 32, 31 и 8, этот диапазон. Если вот здесь вот в ближайшее время не будет толчка и движения на 32,7 и выше, то весьма вероятно, что эта ситуация приведет к движению вниз, пробитие 31 и, соответственно, возврат вот в этот диапазон. Вот, накал страстей идет в ожидании решения по снижению добычи, масса информации, которая как бы с толку сбивает с одной стороны, с другой стороны создается такое ощущение, что сами лица, принимающие решения, они не уверены в том, как этот процесс завершится. То есть нет какого-то четкого понимания, плана. Потому что вот по информационному фону могу сделать такой вывод, что у них у самих до конца нет понимания, во-первых, чего они на самом деле хотят и что они получат. Я имею в виду не то, что там хотят, чтобы нефти добывалось там на 20 миллионов баррелей. Нет.
имеется в виду реалистичные ожидания, вот как они видят, насколько будет снижено. Мне, например, это непонятно, судя по тому хаосу, который из новостей идет. И второй момент, то есть пока нет четкого понимания того, на что готовы противоположные стороны. То есть все пока как бы блефуют, вот, и пока, я так понимаю, у них точка равновесия не достигнута. Отсюда, соответственно, много новостей противоречивых. Вот, и, наверное, все-таки завтра вечером уже будет ясность по поводу того, какие договоренности провели и достигли Россия и Саудовская Аравия, и, по крайней мере, какая-то первичная реакция Соединенных Штатов на этот процесс будет сообщена. Но такая цена на нефть, она, в общем-то, приведет к коллапсу американской нефтяной промышленности. Поэтому, я думаю, американцы какие-то меры будут предпринимать очень активные. Вопрос только в том, какие. Они пошлины введут или они выведут войска из Саудовской Аравии, дестабилизируют регион. Или они будут давление оказывать, чтобы саудиты и Россия сами сократили добычу без американцев. Но пока, соответственно, по нефти или пробой, вот сейчас 32, дальше быстрое движение на 31 и потом переход в другой диапазон. Или сейчас мы здесь где-то увидим разворот и рост пошаговый на 32,6 и 33,8. То есть пока идет падающий тренд. Но здесь вот нарисовалось двойное дно. Это двойное дно, оно, если не будет отработано в ближайшее время, это приведет к более быстрому движению вниз цены на нефть.